Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова Великий и Могучий, проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете, что в русском языке существует множество разных предлогов. Предлоги отличаются по способу образования, по строению, по значению. Также есть предлоги, которые требуют от самостоятельных слов определенного падежа. Например, многие предлоги употребляются с родительным падежом. Это, к примеру, предлог без меня, предлог у бабушки, предлог для учителя. Без меня, без кого, родительный падеж. У шкафа, у чего, родительный падеж. Для учителя, для кого, родительный падеж. Есть предлоги, которые могут употребляться с тремя падежами. Например, предлог с. Вернуться с работы, пройти с километр, чай с бутербродом. Вернуться с работы, с чего, родительный падеж. Пройти с километр, что винительный падеж, с бутербродом, с чем творительный падеж. Получается, что каждый падеж, кроме именительного, требует определенного набора предлогов для формирования необходимых грамматических связей и передачи нужного смысла. Однако есть и многозначные предлоги, и многие из них образуют словосочетания по традиции. Нагляднее всего это можно объяснить на примере предлога «на» в сочетаниях со словами, которые означают транспортное средство. Во-первых, давайте вспомним, как по-русски называются средства передвижения. Машина, автомобиль, мотоцикл, такси, поезд, велосипед, автобус, метро. А теперь представьте, вы добираетесь домой, пришли на остановку, дождались автобус, поднялись в салон, но если вас спросят, как вы добрались, вы скажете, скорее всего, я приехал на автобусе. Хотя обычно мы используем предлог «на» в других значениях, например, на столе, на руке, на диване. То есть предлог укажет нам на поверхность или на место действия. А вообще предлог «на» многозначный. Но дело тут не только в значении предлога, но и в значении глагола движения, который используется в этих словосочетаниях. Если глагол используется в значении направляться, передвигаться на чем-либо к нужному месту, то с таким глаголом будет использоваться предлог «на». А если глагол используется в значении находиться внутри, тогда мы можем использовать предлог «в». Сравните. Я еду в школу на автобусе, но в автобусе ехало не меньше 20 человек. Таким образом, конструкции с предлогом «на» употребляются, когда нужно подчеркнуть способ передвижения. А в сочетаниях с предлогом «в» внимание сосредоточено на пребывании внутри средства передвижения. Еще один пример. Плыть на лодке, но находиться в лодке. Предлог «на» – это способ передвижения, предлог «в» – пребывание внутри транспортного средства. Чтобы не ошибаться, составляя предложение о способах передвижения, запомните простую схему. Предлог «на» плюс вид транспортного средства в предложенном падеже на чем? На автобусе, на мотоцикле, на поезде, на метро, на велосипеде, на такси. Давайте найдем такие словосочетания в небольшом рассказе кировчанки Олеси. Она переехала в Киров несколько лет назад, а до этого жила на севере Кировской области, в далекой лесной деревне. Расстояние от нашей деревни до Кирова составляет около 300 километров. Преодолеть такой путь всегда непросто. Зимой грунтовая дорога замерзает и становится гладкой, поэтому время в пути сокращается. Но все равно поездка в областной центр – настоящее путешествие. Сначала на попутной машине надо доехать до соседнего села. Мимо него проходит трасса, и в селе останавливаются автобусы. На автобусе можно добраться до Кирова. Еще можно путешествовать по железной дороге. До станции от нашей деревни недалеко. Можно дойти пешком или добежать на лыжах, а летом на велосипеде, а потом ехать на поезде. Так даже быстрее, чем на автобусе. Весной добираться сложнее всего. Река рядом с деревней разливается, и проехать по мосту невозможно. Поэтому реку мы пересекаем на пароме. На другом берегу нас ждут знакомые. Они подвозят до остановки, а если повезет, то сразу до Кирова. Давайте найдем в тексте нужные словосочетания с предлогом «на». На попутной машине, на автобусе, на лыжах, на велосипеде, на поезде, на пароме. А теперь домашнее задание. Составьте небольшой рассказ о вашем путешествии. Чем больше вы используете предлогов,
тем лучше. Главное, чтобы в тексте были словосочетания с предлогом «на» в значении способа передвижения. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио, в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч! Любите и изучайте русский язык!